хребет, укрыт древними лесами и вечно враждующими народами. Это контрасты. Контрасты высочайших вершин и глубочайших каньонов, древнейших исторических городов и их безликой архитектурой. Контраст религий, традиций и культуры. Контрасты шума города и тишины природы. Это Балканы. Сложность политической, экономической и религиозной ситуации между странами полуострова не только локальная, но и в масштабах мировой геополитики. Количество факторов, которые сталкивают народы друг с другом, просто зашкаливает. А чтобы склеить все пазлы в единую картину, возникла даже отдельная дисциплина – балканистика. Но для понимания всего происходящего в этом видео нам все же надо углубиться в основу их взаимоотношений. Если вкратце, после развала Римской империи славяне увидели красоту Балканского полуострова и начали селиться тут. Византия была не против и надеялась на их помощь. Но пришли турки и сказали славянам принимать ислам. Многие меняли веру в целях выживания. В одной семье один брат мог быть мусульманином, а другой – христианином. Убрать влияние турков удалось лишь русским под страхом укрепления Австрии, Османской империи и уничтожения православия на Балканах. Тем временем Австро-Венгрия просто оккупировала Боснию и Герцеговину и развязала Первую мировую войну, в которой проиграла и развалилась. Теперь такие разные балканские страны стали под одним флагом Югославии, но из общего был только флаг. В каждом регионе появляются националисты, которые жестоко убивают друг друга. Вторая мировая война отзеркалилась на агрессии внутри страны и создала фашистские движения, которые вскоре были разбиты теми же югославами-партизанами. И тут появляется лидер – Тито, который балансирует между Западом, СССР и трансформирует различия в силу Югославии. После его смерти Югославия исчезает в огромных долгах, безработице и бедности. Все культурное, этническое и религиозное различие порождает невероятную жестокость и ненависть стран. Годами люди убивают друг друга, пока не приходит НАТО и не разрушают все военные объекты высокотехнологичным оружием. После такого шока пришлось договариваться о мире, и на сегодня Балканы — это замороженный конфликт, та самая пороховая бочка. Злоба и притязания на территории никуда не делись. Молодые поколения впитывают эти настроения, и неоконченная война рано или поздно может разрушить многие семьи, богатую культуру и эту невероятную природу. Знакомство с Балканами начнем с города Белград. Один из самых старых городов в Европе. Это очень важно помнить, ведь на вид так не скажешь. Столица Сербии всегда была в эпицентре мировых военных событий. Именно по этой причине к нашим дням почти ничего не осталось от старых архитектурных сооружений. На смену средневековым зданиям приходили стили классицизма, романтизма, историзма, которые прогнулись под давлением железа и бетона, функционализма и брутализма, построенных в спешке и с экономиями средств. Блин, тут чувствуешь себя каким-то подавленным под всем влиянием этого огромного бетонного космического корабля. Так чувствуешь себя супер одиноким. Белград вызвал спорные ощущения. Он понравился центральными пешеходными улицами. Это одна из самых красивых уличек Европы. И в то же время омрачил старт нашей поездки разрухой и бедностью. Когда-то инфляция в Сербии была настолько высокой, что на этих улицах ходили купюры номиналом в 1 миллиард динаров. В
Белграде есть своя Саграда де Фамилия. Храм Святого Саввы строят уже более 100 лет. И внутренние работы ведутся за счет российских фирм, которые ведут свой бизнес в Сербии. Но видно, что Белград пытается измениться, поменять свой облик. Вот, например, такое место, где просто можно прийти, присесть, полежать, поработать за ноутом, смотреть на такую огромную какую-то скульптуру. В десятках километров сохранилась средневековая Голубацкая крепость. Месторасположение у Дуная посреди высоких холмов делают ее необычайно кинематографичной. Здесь чувствуешь себя героем фильма. Очень красивая крепость, одна из самых лучших, которую я видел, расположена так по уровням. Серьезная работа по реконструкции произведена. Действительно чувствуешь этот вайб, который был в Средневековье. Дунай. Очень классно тут. А вот, наверное, икона православной сербской архитектуры – Манасия. Я думал, тут типичный монастырь, которых я перевидал 1000 раз, но это просто какой-то средневековый замок с огромными стенами и мостиками. Да, это место самое настоящее подтверждение, насколько сербы пытались уберечь православие. Они просто возвели стены, башни вокруг монастыря, просто какого-то монастыря. Тут так спокойно, поют очень много птиц, все окружено камнем и огромный, просто волной из деревьев холм. Монастырь был уже закрыт, нам не разрешили снимать внутри, но на стенах очень много что пооставалось, такие старые росписи, но на потолке уже все белое. Продвигаясь внутрь Сербии, мы заехали в Овчарско-Колбарское ущелье, нетронутый лесной массив, внутри которого выросли больше десятка монастырей. Но мы пошли покорять монастырь Сретенье, и надеюсь, за промежуток высотой в 300 метров и длиной в 2 километра мы обдумаем наше предназначение в этой жизни. Только мы подошли к монастырю, просто солнце сменилось резко на тучи, пошел дождь, молнии начали бить, колокола звучат, и монахини на нас очень дружелюбно, приветливо нас приютили у себя, очень классно. Пока мы сидим под дождем, нам монахини предложили кофе бесплатно, но мы не стали злоупотреблять гостеприимством и отказались, но это было мило. У них можно купить различные настойки, произведенные из растений, собранных в этой округе. В Сербии в кафе главное не просить блюдо с курицей, потому что по-сербски это мужской половой орган. Блин, я первый раз в жизни увидел светлячков. Их тут немного, но я думал, у меня что-то с глазами, искры какие-то. А это светлячки. Класс. Вон он, посмотри, лампочка просто. Боже мой, я его держу в руках. Класс. Люд, подержи. Я боюсь. Улетел. Класс, пока. Пока, друг. Это просто безумие. Тут дорога, как взлетная полоса, подсвечивается
Не фонариками, а светлячками. Путь привел нас к Шарганской восьмерке, узкоколейной железной дороге. Она должна была соединить Белград и Сараево, Сербию и Боснию. В туннеле вся сажа просто падает на тебя, воняет очень страшно, но в этом есть своя романтика. Сложность заключалась в рельефе этой местности с резкими обрывами и высокими ущельями. Инженеры решили эту задачу узкими колеями, 5 мостами и 22 тоннелями. Перепад в 300 метров преодолевается благодаря фигуре, похожей на восьмерку. Оттого и такое название — Шарганская восьмерка. Запах сажи и ели. Вот как я охарактеризую это место. Закончили исследование Сербии мы меандрами Увца. В этой местности сложились интересные изгибы реки Увац, гнездятся множество птиц и простая сербская природа. Люди, страшно идти через высокую траву. Надеюсь, хоть наш попутчик сможет поднять ее дух. Реально ему все равно на траву. Идти к самому крутому вьюпоинту всего 5 километров. Но из-за того, что здесь очень высокая трава и постоянные подъемы и спуски, сложновато преодолеть этот путь. Постоянно удивляешься природе, насколько простые вещи могут быть красивыми. Сербии не удалось перехватить дыхание глубокими каньонами или высокими горами. Не удалось удивить качеством дорог или уровнем жизни. Но Сербии удалось расположить к себе своей простотой и открытостью людей, с их непростыми судьбами, в которых уже сложно разобраться, кто был прав, а кто нет. Первым знакомством с Черногорией был горный массив и национальный парк Дурмитор. Это невероятная местность. Нас просто разорвало от красоты моста Джурджевича. Он расположен прямо над каньоном реки Тара, глубочайшим в Европе с пропастью до 1300 метров. Проектировал мост один человек, инженером выступал другой. А назвали в честь третьего простого фермера Джурджевича, который жил на этой территории. Это важнейший стратегический объект, который мог повлиять на ход истории. Но инженер Яукович вместе с партизанами сумели привести его в негодность, взорвав лишь одну из арок. Тем самым они сохранили наследие Черногории, к сожалению, ценой своей жизни. На высоте 1400 метров оживает самая красочная картина — ледниковое черное озеро на фоне заснеженных гор.
Озеро, конечно, красивое, но в основном благодаря огромным горам, которые свисают прямо над ним. Я не знаю, как и раньше, не слышал про это место. Да просто какие-то Альпы. Озеро безусловно красивое, но наш взор просто не отпускал эти прекрасные вершины, и мы решили исследовать их поближе. Да, ну нам вон туда, всего лишь. Просто не могу передать словами, насколько здесь величественно. Ну, как минимум величественно гулять. То, что происходило дальше, трудно представить в реальном мире. Если кто-нибудь когда-то мне предложит наркотики, я просто покажу ему это видео. И скажу, что лучший трип в моей жизни уже произошел. Эта штука, на которой мы стоим, из нее и состоит эта непонятная психоделическая вершина. Вот можно наблюдать, как линии тянутся прямо к нам. Приветливая женщина встретила нас возле этих красивых домиков. Она на лето приезжает сюда, зарабатывает деньги, смотрит за скотом и просто наслаждается природой. Вау. Не, на машине. На машине. Да, поедем. Не, я за рулем не могу. Спасибо. А по-русски как научились? А мало русский учил в школу. В школе учили? А вы тут живете? Живете тут? Не? На лето, да? На лето. За овцами присматриваете, корова, да? Овцы, кравы.
просто дорога, своеобразная медитация. Ну, конечно же, самым долгожданным местом в этом путешествии было озеро Пива. Только вдумайтесь, рукотворный, 200 метров в глубину и весь наполненный пресной водой. Зачем озеро называть пивным и заливать его пресной водой? Хоть пиво я и не попробовал в этот день, но массивная высокая дамба и бирюзовый цвет воды сделали этот день. Подъезжая к Подгорице, мы оказались на каком-то мосту-акведуке. Его построили при поддержке Российской империи и назвали в честь царя. В каждую из опор они заложили по золотой монете, так что с каждым годом его ценность увеличивается. А в одной из скал я обнаружил вырубленное здание монастыря. Это сербский православный храм, в котором похоронен 12-летний мальчик. Он не хотел отпускать крест и настолько прочно его держал, что турки отрубили его руки. Там внутри лежит гроб с костями, над ним сидит священник и человек, который проверяет, как много людей заходит, и все целуют. Немного жутковатое зрелище, но как есть. Я ехал в таком приподнятом настроении, а возвращаюсь к каким-то тяжелым ощущением на душе. После того, как видишь, как, возможно, неизлечимые люди плачут и ищут надежду в этом месте, становится не по себе. Котор считается одним из самых красивых заливов в мире. Многие называют его самым южным фьордом в Европе. А сам город с массивными горами, давящим своим величием, располагает с первых секунд. Старый центр Котора внесен в список наследия ЮНЕСКО. В центре города супер интересное место. Эта улица называется «Дай пройти», ведь тут с трудом могут разминуться два человека. Пусти меня прочь. Несколько исторических периодов сделали из которой пиратство настоящей жемчужины у моря. Римская, а потом Византийская империя, Сербия, Венецианская республика и Австро-Венгрия. Огромный залив позволял строить большую флотилию и развивать морской промысел. Прекрасное здание венецианской эпохи, яхточки, солнце, бирюзовая вода. Вообще не хочется уходить отсюда. Не хочется. Торговля для этих городов была беспошлиной, что позволило обогатиться местным и построить такую прекрасную, красивую колокольню. Знать строила свои галеры и отправляла на битвы во имя христианской веры. Города постоянно пытались оккупировать османские войска, но сама природа не позволяла этому случиться. Суженная часть залива делала любую численность флота незначимой, а форты на высоких горах делали из 1000 солдат настоящую непобедимую армию. Сюда надо прийти, чтобы почувствовать, насколько невероятно сложно было забраться на самый верх крепости и покорить ее. Это просто... Фух, это мы еще на закате сюда пришли. Но у нас есть такой чит-код. Мы проберемся туда через окошечко. Этот живописный остров очень интересного искусственного происхождения. Когда-то на этом месте был риф. Два моряка ныряли и нашли там икону. Одного из них она излечила от болезни, и после этого жители начали почитать это место. Они начали затапливать свои корабли, начали скидывать туда какой-то мусор, хлам, и даже утвердили закон, чтобы те, кто будет проезжать мимо, они просто кидали по камешку. И благодаря этому создался искусственный остров.
на котором сейчас церковь. Люди до сих пор привозят сюда камни и останавливают размывание острова. Вместе с которым процветала и Будва, только вот обороняли ее уже толстые неприступные стены. Сама Будва как-то отталкивает меня огромным количеством туристов из СНГ, пляжами, фастфудами, и из-за всего этого абсолютно не могу прочувствовать атмосферу города, которую чувствовал в прошлых черногорских городах. Но слава богу, от всего этого можно скрыться в старом центре. Единственное, но он очень маленький. А за этими стенами начинается Черногорская ривьера с прекрасными пляжами. Один из таких — это Царевна-Главица. Это один из лучших пляжей, на которых я был. Этот остров, который вырастает на скале с оранжевой черепицей, прозрачная просто вода и огромные горы, в которые врезаются облака. Под Будвой находится одна из самых древних олив в мире. Ее возраст 2000 лет. И стоя рядом с ней, чувствуешь, насколько ты незначителен. Этот промежуток человеческой жизни по сравнению с этим величественным деревом. Мы приехали в спокойную черногорскую деревню Каруч. Живописный вид, тихая гавань со старыми лодочками, аутентичная атмосфера и более 200 видов птиц нашли пристанище у берегов Скадарского озера. Мы приехали в это место, чтобы почувствовать единение человека с природой, послушать птичек. А здесь на всю долину орет музыка, поют песни хорами черногорцы и такую ненародную, а какие-то современные песни. И пока что этот вайб Черногории здесь я прочувствовать абсолютно не могу. Машины все были в основном из Подгорицы, из Никшича. И сейчас час дня, жара 36, почти под 40 градусов, и они уже пьяные. Я не представляю, как их организм это выдерживает. Столица Черногории не самое популярное место в мире. После разгрома во Второй мировой войне она так и не смогла оправиться. Множество исторических зданий были уничтожены, а сложная экономическая ситуация не позволяла задумываться о архитектурных излишествах. Таким образом, на сегодняшний день Подгорица остается безликим городом, который тяжело ассоциировать с каким-то конкретным образом. Так, ребят, в неделю мы не радимо ходить по супермаркетам, потому что в неделю, в воскресенье, походу тут все закрыто. И что нам делать? Это продуктовый, самый популярный, закрыт. Мы умрем. В городе множество памятников. Вот, например, Владимиру Высоцкому и мост в подарок от Москвы. Мост Тысячелетия и храм Воскресения Христова могут зацепить путешественников, но лишь на пару часов. И вот так внезапно среди жилых кварталов вырастает огромная, красивая церковь православная. Путешествие по Черногории подходило к концу, и мы решили взглянуть на албанские Альпы со стороны. Ущелье Горло-Соколово обладает прекрасной панорамой самой вершины и позволяет насладиться всем масштабом этого горного массива. Я просто не могу поверить, что такое место существует. Лавочка прямо над обрывом, не знаю, в километр. И слышно только ветер
который свистит об горы. Ты слышала это? Ты слышала это? Просто птичка прокричала и таким эхом прекрасным, я не знаю, сколько оно длилось, секунд 3, ее звук еще уходил туда в горы. Но самое красивое место в Черногории мы оставили напоследок. Из-за карантинных ограничений нам пришлось сделать огромный круг, не выезжая в Албанию. И все ради похода на пограничные вершины с видом на Албанские Альпы. Так спокойно, не хочется никуда идти, никакие 800 метров вверх. Просто сидеть и смотреть на горы. Гифел-Волошница входит в топ моих самых вдохновляющих мест в мире. Нет слов, это просто стена, выросшая с ровного места и пронизывающая деревья, вырастает вертикально вверх острыми пиками. Первое, что выбивает Google при запросе Черногории, это шикарные белые пляжи с прозрачной водой и красивыми домиками с оранжевой черепицей. И это лишь малая часть того, что может предложить такая маленькая, но офигительная страна. Будто природа устроила конкурс красоты, а выставочным центром для своих творений она выбрала этот участок планеты, где через каждые 20 километров ты открываешь рот и думаешь, что же все-таки из этого круче. И об этом Черногории надо кричать на весь мир. К знакомству с Албанией мы подготовились еще в Черногории. Заглянув на Албанские Альпы со стороны, мы готовы приблизиться и исследовать эти места изнутри, 70% которых укрыты горами. Вау, вот эта дорога вообще... Просто гора за горой и за горой, и они просто огромные, закрывают небо. Я не вижу неба, просто как волны. Проехав границу, мы очутились в деревне Лепуше. Она оказалась на тех же хребтах, с той же растительностью, с теми же видами. Природа объединила две такие похожие и в то же время кардинально разные страны. Мне кажется, чтобы примирить эти народы, им просто надо сходить вместе в поход. Поход по этим великолепным вершинам. Так мы и сделали с Людой. На самом деле Албанию называют Албанией все, кроме албанцев. Они говорят Шкиперия.
И по одной из версий, корень этого слова значит «славяне». Очередной факт, объединяющий балканские страны. Так же, как и горы, Черногория и Албания делят Скадарское озеро ровно пополам. Взяв даже самый хиленький плотик, можно переплыть на ту сторону и быть уже в другой стране. Черногории. О поселке Широкое известно немногое. Просто тихое место. Но увидев фотографии заката на эти вершины вдали озера, я просто захотел увидеть это своими глазами. И нисколько не пожалел. Вау, посмотрите, на что мы наткнулись. Это какая-то на сайтах подписано как «Смотровая за птицами». Ссылка ведет на официальный сайт. То есть это государство построило такую будку, в которой можно спрятаться и наблюдать за птицами, не нарушая их процесса, естественно, чтобы они тебя не видели, и полностью погрузиться в эту всю прекрасную атмосферу. Вау! Поездка в Теть, село на высоте 1 километра, показала, насколько Албания не понимает своего туристического потенциала. Это одна из самых красивых деревень, которые я видел. Албанские Альпы служат невероятным фоном для аутентичных церквей и исторических башен Кула, напоминающие сванские. А инфраструктуры нету абсолютно. С таким качеством дорог, еще по серпантинам, люди рискуют своими жизнями, а местные сталкиваются с этим каждый день. Зимой они абсолютно отключены от всего внешнего мира, поэтому очень много местных повыезжало. Но так было до сегодняшнего дня. Мы наблюдали картину, как каждый день трудятся несколько бригад, делая асфальтированную дорогу по этим сложным участкам. Я очень надеюсь, что сюда все-таки пройдет очень качественная дорога, и туристы смогут поддерживать жизнь в этом городке. Он просто прекрасный. Весь окружен огромными горами. Мы решили подняться на переход между двумя долинами и регионами Албании. Из Тети в Вальбону. Оттуда открывается невероятный вид, но дождь начинает вставать нашей преградой. И я очень надеюсь, что через 2 часа, как мы поднимемся, дождь прекратится, и мы сможем увидеть эту всю красоту сверху. Вот это такой опыт. Ты просто идешь среди красивейшего леса после дождя, и тут просто по дороге ты выходишь из тропы, и на тебя смотрит посредине дороги лошадь со своим детенышем такого же цвета. Просто как деревья. Люда даже сперва не увидела ее. Она смотрит и медленно, плавно подходит к тебе, и ты ее гладишь, кормишь, и просто офигеваешь, насколько она красивая. На самом деле мы видели что-то похожее, когда подъезжали в Теть на автобусе, но преодолев набор высоты в 1000 метров, стоя здесь, где соединяются одни из лучших долин, красивейших Албании, за этими горами находится Черногория, а совсем другое чувство на душе.
Теть оказался лишь частью нашего негативного опыта автомобильного путешествия по албанским дорогам. По дороге мы подобрали местных, которые с помощью парома могут единственным образом добраться себе в село, и они выезжают только в каких-то экстренных случаях, чтобы что-то порешать, какие-то дела или закупить продукты в городе. Путь к озеру Камани извилистый и тернист, но в вознаграждение мы получили незабываемую поездку на корабле вдоль будто первобытной земли. На самом деле вся эта красота, напоминающая фьорд, образовалась благодаря строительству гидроэлектростанции. Уровень реки Дрин поднялся и затопил эти вершины, изменив экосистему региона. Просто невыносимая жара, 38 градусов, от воды идет прохлада, просто рукой прислоняешься, и там градусов 16 чувствуется. Сейчас этот мужчина говорил, что сейчас своими ногами пойдет туда аж наверх подниматься, уже пожилой. Тут подниматься, как нормально, трек целый. Чтобы прочувствовать атмосферу Албании в Средневековье, мы направились в древний город Круя. Именно тут сформировалось первое полнезависимое албанское государство. Тогда она еще называлась Арберия и была абсолютно христианской. Центр внимания города прикован к крепости. Очень красивый замок, я себя чувствую, как будто властелин колец из крепости Минас Тирит. Только послушайте, насколько круто звучит албанская народная музыка. Это одна из самых красивейших улиц, на которых я был. Этот сток, который сделан просто посреди улицы, выложен из камня. Я представляю в дожди, какой тут сильный поток. Тут перепад просто высоты города 600 метров. И черепица, старое здание и мечеть. Столица Албании, Тирана, переживает серьезную реконструкцию, целью которой является изменение ее скучной социалистической архитектуры. И главным катализатором этих изменений был художник, который жил в Париже, Эди Рама. Ему предложили стать министром культуры, а после и мэром Тираны. И с этим он справился на отлично. Тирана начала сносить самострои и возвращать город к историческому облику, озеленять пустыри, креативить на полную, наплевав на ГОСТы и стандартизацию. Вот сейчас, вот в эту секунду я просто в шоке от креатива тиранцев. Посмотрите, тут не писать, потому что если будете писать, то вы будете на ютубе. И это даже не нарисованное на знаках, это уже сделано в знаках. Эти рисунки сделаны заводом. И таким образом столица Албании на сегодняшний день изменилась и стала похожа на европейский город. Валюта в Албании называется лек, в сокращении от Александра Македонского. Этот факт в очередной раз объединяет эти враждующие страны.
В Албании много красивых дорог, но мост через искусственное озеро Банджа просто завораживает и переместил меня в какой-то фильм, где главный герой сбегает от всех забот и просто наслаждается свободой. Я полюбил панораму этого города в первые же секунды. Белый Град назывался он благодаря огромному количеству побеленных домов во времена болгарских завоеваний. Но под влиянием Османской империи он начал называться Берат. Огромные холмы, изгиб реки и солнечная черепица на старых домах, будто выросших друг на друге. В самом сердце находится крепость, которая может показаться типичной, пока не зайдешь внутрь. Внутри, оказалось, живут люди, продолжая традиции тысячелетние их предков, которые живут в тех же самых старых домах, построенных из того же самого камня, что и все вокруг. И ты чувствуешь себя абсолютно в том времени, когда гуляешь между этих домиков. Каньоны в Албании не такие глубокие, как в Черногории, но этот мост через Асуми заставил нас посидеть. Дело в том, что он деревянный, и заехать туда на машине означало повысить свой скилл безумия и вероятность умереть в этот день. Но мы не первые такие, и вся надежда была на то, что не последняя. Единственное, что меня не впечатляет, это цвет воды. Она очень грязно выглядит из-за глины, которая здесь везде. К сожалению, в Албании встречаются не только плохие дороги, но и важные исторические памятки в ужасном состоянии. Этот мост строили еще римляне. Его ценность понимали в 17 столетии и отстраивали всеми силами. Но время безжалостно, и без должного финансирования такой прекрасный мост с невероятными видами и завораживающим цветом воды может развалиться в любой момент. Надеюсь, этого все же не произойдет. Один из немногих городов в Албании, сохранивший старые здания со времен Османской империи, турецкие дома башенного типа времен 17 столетия, цитадель, базар, мечеть и христианские церкви. Все это попытались зарегистрировать в ЮНЕСКО, но им отказали из-за современных зданий, которые портили аутентичность Гирокастро. Прошло 10 лет, чтобы ЮНЕСКО пересмотрела заявку и утвердила город в список. Слав, ну пляжи, блин. Где же восхитительной красоты албанские пляжи? Дело в том, что они довольно одинаковые и очень похожи между собой. Кроме одного. Он находится в каньоне Гджип и отделен огромными скалами с обеих сторон, формирующих уединенную бухту, омывающую Ионическим морем. Не могу передать словами чувство восторга, когда ты плывешь в этом прекрасном море и сзади тебя вырастают огромные скалы, создавая каньон. Это место перехватило дыхание и заставило проделать огромный крюк, отойдя от основного маршрута.
На территории Албании сохранились старые мосты Османской империи и самый красивый из них – Кадиут. Фон заснеженных вершин горной реки, окруженный пещерами и горячими источниками, все это выставляет в лучшем свете до сих пор рабочий старый мост. А за ним начинается высокий каньон Лангарица. Но все люди приезжают посмотреть не на мост, а на горячие источники, искупаться в них и просто почилить. Это немного портит атмосферу. Температура воды где-то 25 градусов. В Албании есть горная река, которая протекает из-под низу. Ее назвали Синее око. И мне не терпится прямо туда нырнуть. Это самое холодное место, куда я прыгал в своей жизни. Я не знаю, сколько там градусов, 10, блин. Просто миллионы иголочек пронизывает меня. Очень красиво, когда ты ныряешь прям. Просто райское местечко, но единственный минус, что оно стало супер популярным, и очень много кафешек, очень много сувенирных лавок, машин, людей. Это все мешает прочувствовать эту прекрасную, просто живописную природу, которая здесь. И самое плохое в этом всем — это люди. И люди, которые при мне сейчас, женщина не из какой-то третьей страны, из Британии, просто взяла мусор, посмотрела, никто ли не видит, и просто выкинула сейчас в траву. А хотя могла донести ее метров за 20 от себя, пройти и выкинуть в мусор. Местные вообще оставляют свои машины открытыми, заведенными, работает двигатель и уходят куда-то. Я не знаю, уже 5 минут нет. Природа Балкан вызывает восхищение. Бурные горные реки среди высоких гор, которые до половины устелены лугами, плавно переходя в массивные отвесные скалы. Однажды, увидев фотографию этого места у изгиба реки Вьоса, я просто не мог забыть эту картину, которая плотно у меня начала ассоциироваться с Албанией. Природой мы и закончим наше приключение по Албании. Национальный парк Преспа выходит далеко за территорию страны и продолжается в Греции. Здесь гнездятся редкие птицы, пеликаны, бегают бурые медведи, растут уникальные растения. Под землей множество археологических памяток иллирийского периода. А на известняковых скалах созревают листья чая. Это место просто рай для художников. Вот куда ни посмотри, можно писать картину. Особенно в этом местном колорите с локальным сельским хозяйством. Даже чай выращивают вот на тех горах. Он настолько сладкий, что сахар можно не добавлять. Сейчас местные мне продали своего чая. Я говорю, где чай можно взять? Да, пожалуйста, за 100 гривен. Вот, вот это чай? Да? Чай. Ого! Мерите. Вау, очень сладкий, очень сладкий. Класс. Боже, как он пахнет, он просто невероятно пахнет сладким запахом. С утра все мужчины идут ловить рыбу
работать с землей, а женщины идут ставить свечи в такие алтари. Вся эта местность занесена в список наследия ЮНЕСКО, и, надеюсь, албанцам удастся сохранить эту красоту для следующих поколений. Тут поспать вам не удастся. Местные шумят в 5 утра. Хорошо, хоть местные птицы. До поездки я даже не мог подумать, что в Албании есть на что посмотреть. Но когда я начал интересоваться историей, культурой и природой, меня просто начало нервно дергать от желания поскорее окунуться в эту красоту. Навязчивая идея посетить Албанию, залезть на эти вершины, увидеть ту самую церквушку, весь день переправляться на пароме туда-сюда сквозь горы, покрытые густым лесом, ходить по безлюдным мостам с нереальными видами, купаться на пляже у огромного разлома, почувствовать встречный ветер с этих мощных вершин и просто подышать. Подышать свободой, которую я смаковал все 10 дней вдоль Албании. За чертой Албании начинается удивительная страна с непростой и не совсем понятной историей. Но это Балканы, и тут, как мы уже поняли, по-другому не бывает. Имя ей Северная Македония. Почему Северная? Потому что владеет лишь северной частью Древней Македонии, а этнически в основном заселена болгарами. Беженцы из Албании пошатнули стабильность страны, требуя автономии для своих регионов, как и Греция, настояв на переименовании страны, ведь остальные 50% исторической Македонии принадлежат ей. Но жизнь идет, и этот регион становится все прочнее и сильнее, благодаря развитию туризма, экономики и агрария. Только мы выехали, и сразу у границы с Албанией подпирают православный монастырь Святого Наума, в который они, к удивлению, обожали ходить и верили в целебную силу захоронений святого. Не знаю, как Кости, но, по-моему, видно это прекрасное озеро, высокие горы и то спокойствие, которое чувствуешь в этой заповедной зоне, способны излечить каждого. Проезжая вдоль древнейшего Ахридского озера, возраст которого исчисляется миллионами лет, мы удивились его необъятным размером и открывающимся пейзажами. Глубиной в 300 метров раньше тут обитало столько рыбы, что ее буквально черпали ведрами. Поэтому деревни образовывались прямо на озере. Вот такой деревянный настил удерживал людей, все их имущество и даже скот. Блин, здесь так круто, здесь дома сделаны из глины, под которыми ветки. Это все держится на таких бревнах под ногами. У тебя камень, который стоит на дереве, под которым вода, и ты слышишь эти волны постоянно. Настолько круто, наверное, здесь было жить в то время, наблюдать за этой природой, за этим озером и созерцать прекрасные, наверное, закаты. Важнейшим городом у озера является Ахрид. Это славянское имя ему дали болгары, охарактеризовав как место на горе. С тех пор прошло много времени, крепость выстояла осады, но пострадала в основном от самих же жителей. При Османской империи люди начали разбирать ее на материалы для своих домов. Но Македония реставрирует стены и возвращает былое величие крепости, ведь основной приток финансов в бюджет города – это туризм.
центре надо иметь большие деньги, но по людям этого не чувствуешь. У них нету золотых занавесок, а просто высаженные цветы, которые создают атмосферу и очень-очень импонируют. Все это огромное Охридское озеро стекает в одно место и образовывает реку Дрин, а дальше ведет нас к следующему озеру. Проехав на север, начинается национальный заповедник Маврово, где растут уникальные растения-эндемики. В гуще букового леса бегают дикие лесные кошки, рысь и медведи, а над ними пролетают орлы. В центре парка расположено прекрасное озеро, а у его берегов находится горнолыжный курорт и заброшенная церковь, которая с повышением уровня воды уходит под воду. Это выглядело как какой-то обряд, я знаю, но по-другому себя здесь и не ощущаешь. Очень атмосферное место. Если уже говорить о горнолыжке в Македонии, то самым известным местом будет Попова шапка. Горы высотой в 2 километра позволили создать различные трассы, как для новичков, так и для профессионалов, и оборудовать их необходимой инфраструктурой. Но эти горы расскажут не только о покатушках, а и о тяжелых временах, когда этот регион принял множество албанских беженцев, бежавших от войны за территорию Косово. Совсем рядом, за этим горным массивом. Среди бежавших были и недовольные поражением. Они захотели создать свой регион прямо в этом городе Тетово. Они начали партизанскую войну, убивая мирных жителей и полицейских, превратив город в призрак. Но повстанцы не смогли противостоять силе НАТО и страны, которая придумала стрельбу по-македонски. Это самая зрелищная и смертоносная стрельба, когда ты идешь на противника и стреляешь в него из 2 пистолетов. Город понемногу начал восстанавливаться. На сегодня больше половины населения здесь это албанцы. До сих пор здесь очень много албанцев, албанские флаги на домах, на машинах. Люди носят мусульманские шапочки. Вообще себя не чувствую в христианской стране. А по телевизору идут албанские передачи с албанскими видами, клипами. По-моему, в городе Тетово все просто мусульмане. Мы сейчас попали в какой-то мусульманский праздник, где нельзя кушать, и мы не можем просто, мы супер голодные, мы не можем ни одного кафе, ни одного ресторана найти, которые смогут подать нам еду. Водичку могут дать, но еду все отказываются, абсолютно все. Ради каньона Матка мы свернули с маршрута и решили пройтись вдоль отвесных скал, красующихся над рекой. Честно говоря, немного не ожидал, что каньон Македонии будет настолько высоким. Now
и внезапно попали в глубокую пещеру. Внутри здесь огромные пещеры, как небоскребы, только вниз. Прямо над каньоном вырастают горы, укрытые сосновыми деревьями и уникальным человеческим сооружением — огромным крестом Миллениум. Сейчас был сложный подъем, 1,5 часа мы поднимались на эту вершину над Скопье, но взамен мы получили прекрасный вид на Македонские долины, вершины, горы и на самый высокий крест в мире, который был построен к 2000-летию христианства в Македонии. Бывшая столица Болгарии, а теперь Македонии — это своеобразный Франкенштейн. Собранный по кусочкам после землетрясений, разорений и даже намеренного сожжения из-за эпидемии холеры. Все это восстанавливалось, хорошело, налаживалось, а потом опять разрушилось землетрясением в 7 баллов в 63-м. Но местные ребята упорные и трудолюбивые. Они реконструировали и крепость, возникшую до нашей эры, и Куршум-Лихан, древний дворец для караванов, и множество домов. Теперь, гуляя по городу, ощущаешь ту аутентичность, которую они так пытались сохранить. В центре столицы Македонии чувствуешь себя как в каком-то музее. Просто невероятное количество памятников зашкаливает. Просто огромный музей под небом. Проехав Сербию с ее древними православными монастырями, которые окружены красивой природой, Черногорию с высочайшими вершинами и глубочайшими каньонами, Албанию с остатками могучей мусульманской Османской империи, буйными реками горных массивов, Македонию с живописными заповедными зонами и неразрушаемыми городами, я понял одно. Каждая из балканских стран связана друг с другом. Они не взаимозаменяемы, но взаимодополняющие. Одна и та же предтеча объединяет столь озлобленные и ненавистные друг другу на сегодняшний день народы. Одни и те же невероятной красоты горные цепи объединяют людей, связанных кровной враждой. Одни и те же озера разделяют невидимые границы государств. Одни и те же города объединяют этносы на одних и тех же улицах. Куда ни посмотри, страны Балкан тесно переплетены между собой. Междоусобица привела к серьезнейшим экономическим проблемам и упадку уровня жизни. Но их сила на самом деле находится в их же проблеме. Их сила находится в том самом тесном переплетении, которую, вопреки всему, можно сделать прочной, которую не разрушит землетрясение и не повалит экономический кризис. Я очень надеюсь на развитие туристического потенциала, инфраструктуры, уровня жизни и взаимоотношений между странами. До поездки я ожидал, что это какое-то разрушенное войной место, но уже нет. Балканы изменились, и настало время исследовать их.